Всем привет на канале Хомки. Кто смотрел распаковку посылок, видел, что нам прислали вот такой контейнер для лучика, для джунгарского хомячка. И сегодня мы будем заселять лучика в этот контейнер. Конечно же, если заселить хомячка в такой контейнер и не сделать никаких дырочек, сеточек, хомячок там просто-напросто задохнется и умрет от жары. Поэтому в первую очередь мы сейчас будем делать вентиляцию, будем делать места, откуда будет проходить воздух в этот контейнер. И мы долго думали, сделать все-таки решеточку или сделать много дырочек мелких в крышке. И пока что мы пришли к выводу, что лучше сделать дырочки, потому что решетки, те, которые продаются, они достаточно крупные и небезопасные, скажем так, а через дырочки хомячок наш точно не вылезет. И поэтому сейчас Костя будет сверлить дырки в этом контейнере, и потом мы заселим лучика. В общем, сначала мы думали сделать дырочки маленькие, чтобы маленький хомячок не вылез. Но потом посмотрели, что, наверное, сквозь них будет проходить мало воздуха. И увеличили размер дырочек. Уже в середине, в центре сделали большие, видите? Сейчас наш лучик живет вот в такой клетке. И переедет он в такой контейнер. Контейнер пошире, конечно. Конечно, у клетки плюс того, что 2 этажа. Но контейнер шире, я думаю, ему будет удобней. Кроме того, в этой клетке меня очень пугает эта открывающаяся дверка, потому что вот здесь настолько широкое отверстие, вот я спокойно просовываю палец, и, в общем-то, легко раздвигаются эти прутики. Я думаю, здесь хомячку при желании вылезти нечего делать. Вот, а поскольку у нас дома живут кошки, то если сбежит хомячок из клетки, это будет очень опасно. Поэтому контейнер — это более безопасный вариант. Итак, на дно нашего контейнера мы насыпем кукурузные опилки. Это самые лучшие опилки, какие бывают для хомячков. Они безвредные. Боже, все высыпать? Да не, наверное, хватит. Теперь мы поставим ему колесико, домик. Это самое главное, что нужно в клетке: колесико и домик. Может, из-под колесика убрать немножко этих опилок, да, оно будет лучше крутиться. Хорошо. Так, что дальше? Дальше мы ему поставим мисочку с едой. Ну и все. Самое главное есть домик, мисочка и колесико. Поилка. Лучик уже забежал в домик. Поилку мы повесим, используя дырочки сверху контейнера. Точно так у нас висят поилки у песчанок, и им нормально пользоваться. Нравится. Лучик уже спрятался. Давайте посмотрим, что он там делает. Сидит. Лучик, будешь привыкать к новому домику, да? Да чего ты боишься-то, Лучик? Испугался. Нас часто спрашивают, кто такой Лучик. Хочу еще раз напомнить. Это та самая детка Солнышко, Сонина дочка, так сказать. Просто мы сначала думали, что это девочка, и довольно долго мы думали, что это девочка, пока наши подписчики не рассмотрели вот по хвосту сзади, что это мальчик, и стали нам писать: посмотрите, это мальчик. Мы присмотрелись и увидели, что это действительно мальчик, поэтому Солнышко пришлось переименовать в Лучика, и Лучика, конечно же, пришлось отсадить от Сони, хотя они так вместе хорошо ладили, но он уже подрос.
И уже, конечно, Соня могла от него забеременеть, а такое нельзя допускать, чтобы мама и сын или там сестра и брат беременели, потому что у них будут рожаться больные дети или вообще мертвые хомячки могут родиться. Вот, поэтому, конечно же, его пришлось отсаживать. И Лучик у нас теперь живет отдельно. Из солнышка он стал Лучиком. Ну как тебе колесико, а, Лучик? Попробуешь? В предыдущей клетке у него колесико висело. В этой оно стоит. Мне это колесико нравится больше, потому что в нем лапки устойчиво стоят и в нем воздух. Все вот эти дырочки, они пропускают воздух. Все, Лучик, непривычно, да, все обсматриваешь. Поставим ему домик назад, Катюша. Лучик, мы надеемся, тебе тут понравится в этом контейнере. Сейчас мы еще повесим поилочку. Какие-то, может, ему еще здесь развлечения сделать, я не знаю. Что ему еще такое можно придумать. Он, конечно, привык бегать по 2 этажам, а здесь этаж 1. Я боюсь, что ему будет скучновато. Он привык лазить по этим решеткам, да, Лучик? Вы слышите, как он на меня кричит. Я всего-навсего вот тут поправила мисочку, прикопала ее. И он начал на меня кричать. Лучик, все, я не лезу на твою территорию, успокойся. У Лучика немного стресс от того, что он переехал. Давайте мы закроем контейнер, не будем пока его пугать. Катя уже принесла поилочку вот такую, повесим. Поилочка цепляется в наши дырочки. Ты не будешь сверху закручивать? Думаешь, она так не упадет? Контейнер здесь еще и закрывается. Такой вообще первый раз вижу. Еще надо посмотреть, достанет ли Лучик эту поилочку, чтобы она высоко не висела. Может быть, надо длиннее будет сделать эти хвостики. Лучик все-таки маленький хомячок. Так, а так будет капать на крышу домика, нет? Проволока жесткая. Ну вот, Катя ее немножко затянула. И думаю, так нормально будет. Только поилку бы чуть-чуть развернуть, да? Или, может быть, дальше от домика повесить. Да, можно вот так. Вот так Лучик должен достать эту водичку. И у нас готов дом для Лучика. Кроме того, преимущество контейнера, можно вот так видеть, снимать видео. А в клетке мешают решетки. Поэтому контейнер еще и красивее. А в заключении этого видео мы вам покажем сейчас еще нашего Куки. Поскольку многие подписчики спрашивают, как он, выздоровел ли он. Мы вам покажем, как выглядит его глазик. Все, Лучик уже осматривается, выходит. Мы закрыли крышку, он уже понял, что он там один. Ему никто не мешает. Поилку достает. И в колесике, конечно же, он тоже будет бегать. Он, кстати, очень любит бегать в колесике. Да, Лучик, ты ж теперь еще и наблюдать можешь тоже. Не только мы за тобой, да, в контейнере, но и ты за нами.
Через прозрачные стенки можешь наблюдать. Вот он наш Куки, посмотрите, у него почти больной глазик уже выглядит как здоровый. Вот так его хорошо лечила Настя, хороших мы нашли ветеринаров. Мы до сих пор мажем, кстати, Настя мажет мазью его глазик, хотя уже похоже, что он в этом не нуждается. Но все же на всякий случай решили лучше подольше, чтобы не было там никакого заражения и так далее. И, кстати, я даже сомневаюсь, что он этим глазом не видит. Мне кажется, он, наверное, даже видит этим глазиком. Хотя первые ветеринары, те, про которых мы вам говорили, они вообще сказали, глаз удалять, глаза там уже нет. Посмотрите, ну есть же глаз, правда? Вот, так что нашему Куки намного лучше. Спасибо всем, кто за него переживает и переживал. И наш Лучик уже вовсю расходился в своем контейнере. А мы будем прощаться. Всем пока. До новых видео. Ждите скоро новые видео.